Но помните о том, что в процессе воспевания мы всегда вместе в духовном смысле. We spoke about the flood of love of Krishna. Мы говорили на этом семинаре о наводнении любви к Кришне. And how chanting and dancing is a main part of that flood. И как совместное воспевание и совместный танец – это часть процесса. And we've been discussing what we as individual devotees need to do to swim deeper in that flood of love of Krishna. И мы говорили о том, что мы, как преданные, должны делать, чтобы плавать в этом океане любви. We discussed how helpless we actually are in material nature. Мы говорили о своем беспомощном положении в материальной природе. In our crazy mind, we think we're in control of something. Наш сумасшедший ум говорит нам, что мы что-то контролируем. But actually, we're like a swimmer that is lost in the middle of the Atlantic Ocean. Но на самом деле мы подобны пловцу, который потерялся где-то посреди Атлантического океана. No matter how good a swimmer you are, what is the use if you're in the middle of the Atlantic Ocean? Неважно, насколько вы ловкий или профессиональный пловец, если вы одни посреди океана, то это все бессмысленно. You must drown. Вы так или иначе утонете. That is the real history of material existence. Everyone drowns. Такова история материального существования, все здесь тонут. Now, some people may drown quicker than others. Кто-то утонет быстрее, чем кто-то другой. Still, everyone goes under. Так или иначе, все тонут. This is how helpless we are. Это то, насколько мы беспомощны. But once we learn how to depend on Krishna, then we're in a different ocean. Но когда мы уже узнаем и научимся, как зависеть от Кришны, мы сразу очутимся в совершенно другом океане. We're in that ocean of love of Krishna that the Panchatattva have created by their chanting and dancing. Мы очутимся в океане любви, наводнении любви к Кришне, который создал для нас Панчататтвы посредством этого процесса великолепного совместного пения и танца. So Bhakti Yoga is all about changing the ocean that you're drowning in. И вот бхакти-йога – это и есть просто такой процесс, как поменять океан, в котором вы будете тонуть. You must drown one way or another. Нужно утонуть, так или иначе. So choose the ocean that you're going to drown in. Нужно выбрать, в каком океане вы хотите тонуть. In illusion, the ocean of material existence seems comfortable sometimes. В иллюзии этот океан материального существования иногда кажется достаточно комфортным. Yes, sometimes you think that you're materially happy. Да, иногда кажется, что материально вы счастливы. Sometimes you tell yourself, material existence isn't that bad. Иногда мы говорим себе, но ведь материальное существование это не так уж и плохо. Other times you're suffering so much, you're crying out, oh, if there's a God, please help me. А в другое время вы так страдаете, что вы кричите: «О Боже, если ты там где-то есть, помоги мне». With knowledge, we should see that the ocean of material existence is completely undesirable. Но если мы имеем знания, мы поймем, что океан материального существования он абсолютно нежелаемый для нас. This is why in Bhagavad Gita, Krishna asks the devotee to rise above both distress and happiness. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна просит преданного подняться над и счастьем, и страданием. How many of you really know what that means? Кто из вас действительно знает, что это означает? Of course, we all want to rise above distress. Ну понятно, что мы все хотим подняться над страданием. But what does Krishna mean by rising above happiness? Что означает Кришна, когда говорит «поднимись над счастьем»? The more knowledge we have about bhakti and the more experience we have about bhakti, we can understand this point. Чем больше знаний и опыта у нас есть о бхакти, тем глубже мы поймем этот момент. Happiness and distress are both material phenomena brought to you by the modes of material nature. Счастье и несчастье является материальным феноменом, который предлагает нам материальная энергия. Material distress agitates your mind, and so does material happiness. Материальные страдания, они возбуждают ваш ум и также делают и материальное счастье. How many of you think you can actually understand a little bit how material happiness agitates your mind? Кто из вас может понять хоть немного, насколько материальное счастье возбуждает ваш ум? Please raise your hand. Поднимите руку, кто имеет такое понимание. How many of you appreciate the point theoretically? А кто этот, скажем так,
этот момент принимает теоретически. Raise your hand. And how many for you this point is like far over your head? А для скольки из вас этот момент просто далеко непостижим, о чем речь? So, some persons say that it's difficult for them to understand. Итак, кто-то говорит, для меня это сложно понять. Others say theoretically they can understand. Другие говорят, теоретически я могу это понять. How it is that Krishna criticizes both material distress and material happiness. Так получается, что Кришна критикует и материальные страдания, и материальное счастье. Who can explain why? Кто может объяснить почему? Because they are material. So, but it may be material, but it's nice, isn't it? Ну, может, материально, но это же неплохо, правда? Happiness. Счастье. You don't like it? Вам не нравится счастье? You're beyond material happiness? Вы уже выше материального счастья. Huh? You don't want? Не хотите материального счастья? Somebody said temporary. We Hare Krishnas like to talk big, you know? Нам, когда Харе Кришна, нравится говорить такие большие заявления The делать. material world. Это материальный мир. Фу, Material happiness. это материальное счастье. But what do we really want? А что мы действительно тогда хотим? In Bhagavad Gita, Krishna is helping you to understand what you really want. В Бхагавад-гите Кришна помогает вам понять, что вы действительно хотите. You want a life beyond material distress and material happiness. Вам хочется иметь жизнь, которая выше материального счастья и страдания. This is what the chanting and dancing will bring you to. Это то, куда поднимает вас воспевание и танец. That's why Lord Chaitanya says, Anandam Buddhivardhana. It's an ever-increasing ocean of real happiness. И поэтому Господь Чайтаньи говорит, надо Бодхивардханам, этот океан, он постоянно увеличивает это счастье, как нектар. Please understand this characteristic of the ocean of love of Krishna. Просто поймите это, характеристику, это описание этого океана. The ocean is always increasing. Этот океан, он все время возрастает, увеличивается. Now, can you tell me that about material happiness? Можете ли вы что-то мне сказать о материальном счастье? Is material happiness always increasing? Что материальное счастье все время возрастает? Who here has experienced material happiness that keeps increasing and increasing at every moment? Кто имеет такой опыт здесь, материальное счастье, которое возрастает и возрастает? Anyone? One person? Any? Кто-нибудь? Material happiness that increases every moment. Please tell us what it Пожалуйста, is. скажите нам, что это такое? Одна рука сзади. Материальное счастье возрастает, все время разрастается, опыт расширения. А можно микрофон не слышать? Когда материальное счастье возрастает, происходит опыт расширения в материальном мире. When material happiness increases, Он не приводит к Кришне, скажем так. it doesn't bring us to Krishna, but Поэтому it widens. Что он расширяет еще раз? материальный мир расширяется, Material world is expanded, но это не приводит нас к Кришне. but it doesn't bring us to Krishna. Если это не посвящено сознанию Кришны, то это расширение материальное не принесет удовольствия того, которое испытываешь от воспевания имен Кришны. I still want to hear about material happiness that ever increases. Я хочу послушать о материальном счастье, которое все возрастает. No one can tell me this. Кто-нибудь даст мне такой конкретный пример? Everyone knows there's a complete limit to so-called material happiness. Все знают, что есть какой-то лимит, ограничение так называемого материального счастья. Not only that, but you lose interest in what you're doing. Не только это, вы еще более того, вы теряете интерес, чем что-то приносило вам счастье. It cannot be sustained. Оно не может удерживаться все время. This is why in Bhagavad Gita, Krishna asks you to rise above both material happiness and distress. И поэтому Кришна в Бхагавад-гите вас просит подняться над материальным счастьем и страданием. And this is why Lord Chaitanya describes the ocean of love of Krishna as ever increasing. It doesn't stay the same.
И поэтому Господь Чайтаньи объясняет, что океан духовного блаженства, любви к Богу, он все время возрастает, он постоянно растет, увеличивается. So the intelligent person wants that kind of life. И разумный человек, он хочет иметь именно такую жизнь. The bhakti life is beyond both material distress and happiness. Жизнь бхакти, она вне материального дуализма, счастья и страданий. Sometimes people don't understand why we criticize material happiness. Иногда люди не понимают, но почему мы так критикуем это материальное счастье. Even our own devotees sometimes don't understand. Даже наши предки иногда не понимают этого. The neophyte devotee approaches Krishna for material happiness. Иногда начинающие преданные обращаются к Кришне, чтобы получить какие-то материальные блага. But what the Panchatattva want to give us is the happiness of devotional service. Но то, что Панчататтва очень хочет дать нам, это счастье от преданного служения. That happiness of devotional service is of a completely different quality than material happiness. И это счастье преданного служения, но и совершенно иного качества, чем материальное счастье. The happiness of devotional service is so different from material happiness Счастье преданного служения настолько отличается от материального счастья, that the devotee swimming in that ocean of devotional happiness simply is concerned about Krishna's happiness. и он преданный, который плавает в этом океане любви и преданного служения, он настолько поглощен этим процессом, что единственное, что становится на его уме, это как доставить удовлетворение Please Кришне. understand what this means. Поймите, что это означает. The happiness of devotional service is so satisfying that you stop thinking about your own happiness and simply think of Krishna's happiness. Счастье, которое приходит от преданного служения, настолько удовлетворяет, что вы перестаете даже думать о своем собственном счастье, и вы только думаете о том, как насладить Кришну. Perhaps it's like you become so full of tasty prasad that you stop thinking about eating yourself and you simply want others to eat. Представьте, что вы так объелись просада, что вы уже не можете ни о чем думать, чтобы кушать для себя. Вы хотите просто подарить это же чувство, которое вы испытываете другим, хотите раздать просад остальным. Of course, as we explained some days ago, the nature of the ocean of love of Krishna is that the more you taste, the more your thirst for it increases. Хотя, конечно, мы говорили, что природа любви к Кришне или преданного служения такова, что чем больше вы это пробуете, этот вкус, тем больше у вас возникает эта жажда делать это снова и снова. Name me one so-called material happiness that the more you have, the more you want. Name me one material happiness that the more you have, you continuously want more. И назовите мне такое материальное счастье, которое вы вкушаете или что-то получаете его, и вы хотите его все больше и больше, и так без остановки оно все время растет. Any material activity, if you continuously do it, you'll either injure yourself or you become disgusted with it. С любой материальной деятельностью, которую вы делаете, вы в конце концов либо устаете от нее, либо у вас вообще отвращение к этой деятельности приходит. Even your favorite material activity. Даже любимая материальная деятельность, что бы то ни было. If you try to do it continuously, you'll drive yourself crazy. Если вы будете ее постоянно делать, то вы начнете просто сходить с ума. Can you understand that point? Понимаете этот момент? Therefore, how do you try to solve the problem? Поэтому как вы хотите решить эту проблему? By changing material activities. Вы пытаетесь все время иметь это разнообразие материальной деятельности. That is the nature of material existence. Constant change. Такова природа материального существования, постоянные изменения, постоянные перемены. By constantly juggling different types of material activities, you hope to be happy. Постоянно вот так вот жонглируя разной материальной деятельностью, у вас есть все время надежда, что вы будете счастливы. Please understand this crucial point. Поймите этот критичный момент. You can't stay with the same thing, the same activity. Вы не можете остаться просто с одной этой деятельностью, с одной какой-то материальной вещью. But rather than admit that a material happiness is not satisfying, you change
the ways that you're trying to enjoy. Но вместо того, чтобы принять тот момент, тот факт, что материальная деятельность одна и та же, она не приносит удовлетворения, вы постоянно меняетесь и пытаетесь найти какую-то другую деятельность, чтобы удовлетвориться. The more you can change the ways you're trying to enjoy, the more people think you're successful. Чем больше вы изменяете способы для удовлетворения, тем больше люди думают, что это какой-то успешный человек перед вами. Oh, you have so many things to do. О, у вас столько много вещей, которые вы можете иметь, или столько разных You can do деятельностей. this, you can do that. Можете это делать и то делать. You can be with this one, you can be with that one. Можете с этим человеком быть, с этим человеком. Oh, you're so happy. Вы такой счастливый человек. This is misery. На самом деле это просто страдание. But you're hiding from the fact that it's misery. Но мы спрячем этот факт, что это сплошные страдания. Then you have the life of a bhakta. И потом есть жизнь бхакти. We can simply say 3 words over and over again and we never reach the bottom of how much pleasure it gives. Мы повторяем всего лишь 3 слова и никак не можем понять, сколько же там этого удовольствия сокрыто в этих 3 словах. Can you believe it? That all your life you're going to be saying over and over again 3 words? Представьте, всю жизнь вы будете повторять всего лишь 3 слова. Can you really accept that? Реально можем мы это принять вообще? That this is the highest pleasure in existence? Это самый высший способ вообще удовлетворения. Simply saying over and over again, Hare Krishna and Rama. Просто повторять эти 3 слова. Харе, Кришна, Рама. Do you really accept that? Принимаете ли вы это всерьез, по-настоящему? You don't have to switch to anything. Не надо ничего менять, не надо ни к чему You don't have переключаться. to juggle different things. Не нужно жонглировать разными вещами. Just over and over again, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. There's nothing beyond that. И ничего выше этого нет. You can't even, with a sane mind, think of the words beyond Krishna. Даже здравомыслием мы не можем постичь, что что-то может быть выше вообще этого слова Кришна. It's a nonsense statement. Это какой-то, нонсенс просто, утверждение. Please understand that. Просто поймите. As Krishna himself says, Matapatanam Nanya Kinchadasti Dandya. There's nothing beyond me. Nothing means nothing. Кришна сам говорит, нет ничего выше меня. Ничего означает реально нет ничего превыше него. You cannot get past Krishna. Невозможно куда-то выйти за пределы Кришны. So the process of bhakti means to become accustomed to reality, that there is nothing beyond Krishna. И процесс бхакти означает принять эту реальность, что нет ничего вне Кришны. Why Krishna? Почему Кришна? Not simply that Krishna is the Parameshwara, the supreme control. Не только потому, что он Парамешвара или Верховный Владыка. But most importantly, Krishna is unlimitedly beautiful. What can we do? А самое главное, это потому, что Кришна, он бесконечно привлекательный, бесконечно красив. И что можно с этим поделать? Have you ever seen beauty like that? Видели красоту когда-нибудь? Вот какая-то. How can you not be attracted to infinite beauty? Как можно не привлечься вот этой бесконечной красотой? How is it that Krishna's dearmost devotees, the gopis in Vrindavan, they curse the Creator for giving them only 2 eyes? Как это возможно, что гопи во Вриндаване, самые близкие спутницы, они проклинают Создателя за то, что он дал им только 2 глаза? They curse Brahma. Why did you make eyes that blink? Зачем ты сотворил эти глаза, которые мигают? Because when the eyes blink for that fraction of a second, we don't see Krishna. Потому что когда эти глаза они хлопают, когда они моргают, мы на эту долю секунды не видим Кришну. Have you seen that kind of beauty in the material world? Вы видели когда-нибудь такую красоту, что делают такие заявления? How many of you married men have said to your wife, "Oh, I curse the Creator, I only have 2 eyes"? Кто из вас, женатых мужчин, сказали, что проклинали, что вы хотите проклинать Творца, потому что я не могу созерцать тебя без мигания? You might say it, but she won't believe you. Вы сможете как жене сказать, но она вам не поверит. How many of you married ladies have said to your husband, "Oh, I cursed Brahma, my eyes blink, and because my eyes blink,
I cannot see you constantly. Или вы, замужняя женщина, можете ли вы так сказать: я проклинаю этого Брахму за то, что он создал эти моргающие глаза, потому что я не могу созерцать тебя, мой супруг. My point is that we don't know what real beauty is. Смысл того, что я хочу сказать, что мы даже не знаем, что такое настоящая красота. As we become more advanced in bhakti, we become unlimitedly attracted to Krishna's beauty. И чем больше мы прогрессируем в бхакти, тем больше мы привлекаемся этой бесконечной красотой Кришны. So then the question is, are you willing to dedicate your life to this? И вопрос тогда заключается в том же, готовы ли вы посвятить свою жизнь этому процессу? Are you willing to dedicate your life to connecting to the unlimited source of beauty and pleasure? Хотите ли вы посвятить свою жизнь, чтобы связаться с этим источником бесконечной красоты? The question is, do you have something better to do with your life? Вопрос также в том, что что-то вообще можно сделать другое с жизнью, более хорошее, более лучшее. In my Vyasa Puja offering to Srila Prabhupada, I wrote about the 5 regrets of a dying person. На Вьяса-пуджи Шрила Прабхупады этого года я написал о 5 таких 5 разочарованиях, которые люди говорят перед тем, как они оставляют тело. People who work at hospices who are dealing with terminally ill patients, they have compiled this list of the 5 greatest regrets. Люди, которые работают в больницах, госпиталях, и там, где люди оставляют эти тела, они сделали такой список самых частых сожалений, которые выражают эти пациенты умирающие. Do you want to have these regrets upon leaving this world? Вы хотите иметь эти сожаления, когда оставлять будете этот мир? Of course, I know no one here will die. Конечно, я знаю, никто из вас здесь не умрет. We all think that. Но мы все так думаем. The death rate is 100%, but we all think, not me, not now. И хотя смертность она 100%, мы все время думаем, ну нет, не я, или по крайней мере не сейчас. I have so many things to У do, меня еще столько дел тут важных, so many desires to be fulfilled. столько желаний, которые нужно удовлетворить. Not now. Не сейчас. In the future, yes. Смерть It потом, happens to когда everyone. она уже, конечно, со всеми случается. But for me, Но death is the long way away. смерть там где-то далеко-далеко за горизонтом. Look, I have to graduate from school. Мне еще нужно школу закончить, I have to start my family. потом семью, I have to wait and see that my children are married. подождать, пока мои дети женятся. Death is something far off in the distance. Смерть, она где-то совсем далеко. This is the greatest illusion in life. Это самая большая иллюзия в жизни. And the greatest wonder of the world. И при этом это самое большое чудо. So what are those regrets? Итак, одно из этих разочарований, Number 1. одно из этих сожалений номер 1. Why did I work so hard all my life? Почему я так тяжело трудился всю свою жизнь? Now that I'm dying, I realize I spent my whole life just working hard. Я вот сейчас умираю, и я понимаю, что я всю жизнь просто пахал. Is that going to be you? Это будете вы? I worked so hard, I never had time for chanting Hare Krishna properly. Я так тяжело трудился, что у меня не было времени воспевать Харе Кришну. Regret number 2. Итак, сожаление номер 2. Why did I simply base my life according to what others expected of me? Почему я построил свою жизнь на ожидании других, по ожиданиям других людей? Okay, but first, let me ask you, how many of you can see that you're heading toward a regret number 1? At the time of death, oh, why did I simply work so hard day after day? Кто из вас может предположить, что, возможно, это будет ваш случай по поводу сожаления номер 1? Ну, в соответствии с вашей сейчас ситуацией. Есть такое? Raise your hand. Поднимите руку. And what about regret number 2? Why did I live my life mostly according to others' ideas, others' expectations? А как насчет вот этого сожаления номер 2? Я прожил свою жизнь в соответствии с представлениями других людей или с ожиданиями других людей. Поднимите. I'm talking about material expectations, not spiritual. Я говорю здесь по поводу материальных ожиданий, не духовных. You don't regret living to the expectations of your guru or Krishna. Вы не сожалеете о том, что живете в соответствии с ожиданиями вашего гуру или Кришны. But raise your hands again. How many can see that at the end of life
I'm going to regret living most of my life according to someone's material expectations of Но me. поднимите руку те, кто думает, что вот вы с таким можете столкнуться. С сожалением номер 2, что вы жили большую часть жизни вследствие сожаления. Regret number 3. Итак, сожаление номер 3. Why did I not keep up with friendships? Why did I let friendships just fall to the wayside because of moving or changing locations or so many things like that? Третье сожаление, почему я не развивал ту дружбу, которую я мог развивать с окружающими людьми. Я предпочитал куда-то переехать или что-то делать вместо того, чтобы развивать эти дружеские отношения. For a devotee, this means, why didn't I associate properly with the Vaishnavas? А для преданных это означает, почему я должным образом не общался с вайшнавами, не построил хорошие Why didn't отношения. I take advantage of sadhu sangha? Почему я не принял вот эти положительные моменты, когда была садхусанга? How many of you can see that you might be lamenting like that? Кто из вас может сказать, что он будет так сожалеть? And number 4, Номер 4. why didn't I allow myself to be more happy? Почему я не позволил себе быть просто более счастливым? What's the devotee version of that? А какая версия у преданного в этом смысле? Why didn't I engage more in devotional service and take my chanting more seriously? Почему же я не воспевал более серьезно, не занимался более интенсивно преданным служением? Can you see that coming? Raise your hand. Видите, такое может прийти, да? Поднимите руку. Well, if you see it coming, why don't you do something about it now? Если вы видите, что это уже приходит, почему бы вам что-то начать делать сейчас? And regret number 5. И сожаление номер 5. Why didn't I express myself more and let others know what I really feel? Почему я себя не раскрывал больше, чтобы люди поняли, что я на самом деле чувствую, что я на самом деле думаю? Why did I live like a phony, Почему я жил как not genuine, не по-настоящему истинно, как бы притворялся, маскировался, not revealing my real feelings to anyone? не раскрывал свои истинные чувства? What's the devotee equivalent of that? Какой будет эквивалент у преданных? Why didn't I practice the 6 loving exchanges? Почему я не практиковал этот любовный взаимообмен, 6 проявлений любви? Why didn't I express myself according to the way Rupa Goswami says in Nectar of Instruction? Почему я не проявил себя, как Рупа Госвами описывал в «Нектаре наставлений»? Revealing the mind in confidence about how to advance in bhakti. Раскрывать свой ум в сокровенной беседе, как прогрессировать в бхакти. Having others reveal their mind to me, how to advance in bhakti. Также слушать от других, как они раскрываются, как прогрессировать в бхакти. Giving and exchanging gifts. Давать подарки друг другу. Giving and exchanging prasad. Обмениваться, кормить друг друга просадом. That's expressing yourself. Это также выражать себя, проявлять себя. You understand? Понимаете? Those are 6 spiritual ways authorized for expressing yourself. Это 6 авторитетных любовных путей взаимообмена. And of course, you could also say the devotee version of why didn't I express myself is why didn't I energetically participate in the kirtan? И также, как еще один вариант для преданных, что значит не проявить себя, это почему я не позволил себе раскрыться в киртане и танцевать, и петь души. Just like last night, I had so much pleasure expressing myself, glorifying Krishna. Последний раз я так проявил себя, показывая свою любовь к Кришне, отдавая ее. I didn't care what anyone thought. Мне было без разницы, что они думают вообще. I was expressing myself in glorifying Krishna. Я выражал себя таким образом, прославляя Кришну. Because when death comes, I don't want to have that regret. Потому что когда смерть придет, я не хочу иметь эти разочарования или сожаления какие-то. Why didn't I allow myself to be absorbed in the kirtan? Почему я не позволил себе погрузиться в киртан? Now it's too late. Теперь уже поздно погружаться. So let me ask you this. What do you expect you'll be thinking
at the time of death? Дайте я задам вам вопрос, что вы вообще думаете, о чем вы думаете, вы будете размышлять в момент смерти? How are you going to avoid the material regrets? Как вы обойдете эти материальные сожаления и разочарования в своем уме? Unless you have advancement in bhakti, you will lament in those 5 ways. Если у вас не будет, если вы не продвинетесь должным образом в бхакти, эти 5 разочарований, одно или другое, обязательно настигнет вас. Did you ever wonder what happens with young people who die at an early age? Вы когда-нибудь думали, о чем думают молодые люди, когда они погибают или умирают в раннем возрасте? Like 19, 20, 21 of some terminal disease. Если у кого-то какая-то страшная болезнь, 19, 20, 21 год, You know what their greatest regret is? знаете, какое у них сожаление самое большое? I won't have a chance to fulfill my goals. У меня нет возможности осуществить свои планы. My life is ending so short. I'll never have a chance to complete all my projects, all my plans, my ideas. У меня жизнь такая короткая, мне не удастся осуществить свои планы, достичь своих целей поставленных. Of course, what is the fact of existence? Но вообще-то каков факт этого существования? You never complete your plans. You never complete your ideas. You never complete your desires. Вы никогда не сможете осуществить в полной мере ни свои желания, ни свои планы, ни свои идеи. Whether you're dying when you're 19 or dying when you're 75. Неважно, в 19 или в 75 вы умрете. Because there's never any completion, that's why you take another body. Потому что нет никогда никакого завершения, и поэтому снова и снова принимаете новые тела. And that's why there's no material end to the cycle of samsara. И поэтому и нет этого конца цикла самсары. Because you never complete your material desires. Потому что невозможно осуществить в полной мере материальные желания. Whether you die when you're 20 or die when you're 90. Либо в 20, либо в 90 вы умрете все равно одно и то же. This problem that young people have when they die so bewildered psychologists that in some countries the psychologists thought that they came up with a great solution. И эта проблема рано умирающих молодых людей заставила психологов столкнуться с такой проблемой, как вообще ее решение от них пришла как гениальная мысль. Because for these young people dying at 19 or 20 of some terminal disease, the greatest agony was not the physical pain. The greatest agony was, I have not completed anything in life. И для них самая большая агония была не то, что у них там материальная болезнь, что на тело касается. У них вот эта проблема была на ментальном уровне, на платформе ума, что они не закончили то, что они собирались сделать. So what brilliant solution did the psychologists come up with? И вот какое решение психологи современные, To relieve the situation. чтобы избавить их от этого мучения. They tell the dying young person, you can design your own funeral. И они сказали, вы можете напланировать полностью свои похороны, как они будут выглядеть. And that way you'll feel that you're in control. И таким образом они дали им чувство, что они что-то контролируют. And you'll feel that you did something that you did a project that happened. И у вас будет ощущение, что вы осуществили какой-то проект. So, write it down how you'd like your funeral to be. Итак, напишите, как вы хотите, чтобы прошли ваши похороны. What color your casket? Так, какой гроб, цвет, размер. What you want your family to do at your funeral? Что будут делать ваши родственники на похоронах? You know, just like, do you know the term designer fashions? Yes. So simply designer funerals. Итак, вот такой термин есть, как модельер, но дизайнер-модельер, как все планирует. So they actually put this forward as a solution to this problem. The psychologists actually put this forward. И вот психологи реально начали это продвигать в практике. This will help the young people who are dying feel so much better. И таким образом эти люди, которые умирали, они сразу себя начали лучше чувствовать. They will have accomplished some goals. У них будут цели, которые они смогут осуществить. So sad, isn't it? Ну, печально звучит, не правда? We are so fortunate. The Panchatattva are giving us real life. Но мы настолько удачливы, что Панчататтва нам дала реальную жизнь. They are giving us spiritual nourishment. Они дали нам действительно духовную заботу, Spiritual knowledge. духовное знание, A spiritual lifestyle. духовный образ жизни.
If you take full advantage of the mercy of the Panchatattva, you will die with no material regrets. Если вы полностью примете эту милость, этот процесс, который нам дали Панчататтва, у вас не будет никаких сожалений, когда вы станете идти. You'll go wherever Krishna wants you to serve. Вы пойдете туда, куда Кришна захочет, чтобы вы пошли служить. Whether in the material world you go or to the spiritual world you go, regardless. In any case, you'll be back to Godhead. И неважно, в материальном мире вы пойдете куда-то служить или в духовном, так или иначе вы уже вернетесь назад к Богу. Because you'll be engaged fully in Krishna's service. Потому что вы будете полностью заняты преданным служением Кришне. Being fully engaged in Krishna's service means you are back to Godhead. Быть полностью занятым служением Кришне уже означает, вы уже с Ним. The Panchatattva are giving you something more than liberation. Панчататтва дает вам что-то больше, чем просто освобождение. Devotional service is beyond liberation. Преданное служение, оно выше этих понятий освобождения. It's beyond freedom from material existence. Это выше свободы от материального существования. Therefore, the Shastra says, Prema Pumartha Mahan. Love of Krishna is the fifth goal of life. Поэтому в Шастре говорится, что любовь к Кришне – это пятая цель жизни. In a real human society, you have four goals. В цивилизованном человеческом обществе у вас есть 4 цели. Dharma, Artha, Kama, and Moksha. Вот эти 4 дharma, artha, kama, moksha. Of course, you don't see a real material society today. Конечно, современное общество немножко выглядит по-другому. As our older devotees know, these four things are the normal standard for a civilization. Преданные, которые уже практикуют какое-то время, они знают, что эти 4 являются нормой человеческого общества, цивилизации. You are religious in the ritualistic external sense. Вы религиозны в том смысле, в ритуалистическом смысле. And then you get prosperity, economic prosperity. Затем к вам приходит материальное благополучие. And with the economic prosperity, you gratify your senses. Материальное благополучие вы наслаждаете чувства. After gratifying your senses, you get tired of it, of course. И после наслаждения чувства вы устаете от этого уже. And then you think about freedom from material И existence. вы начинаете думать о свободе от материального существования. But what the Panchatattva are giving is beyond those four things. И что дает Панчататтва, это выше этих 4 вещей. Beyond even freedom from material existence. Выше даже освобождения от материального существования. What the Panchatattva are giving is outside of the material cosmos. То, что дает Панчататтва, это вне материального космоса. And by the process of chanting and dancing, you taste what is outside of the material cosmos. И благодаря совместному пению и танцу вы чувствуете, вы ощущаете на вкус то, что находится за пределами этого материального мира. You taste the nectar of love of Krishna. Вы пробуете нектар любви к Кришне. Love of Krishna means devotional service. Любовь к Кришне означает преданное служение. And devotional service is performed in the society of devotees. А преданное служение, оно выполняется исключительно в обществе преданных. Today, I'd like to ask your help. Сегодня я хочу попросить вас о помощи. Because I will not be here tomorrow for the fire yajna. Так как я не буду завтра на яге, We're going to ask you to give your blessings to 6 devotees who are going to make their vows in front of you. я бы хотел, чтобы вы благословили 6 преданных, которые сегодня перед вами всеми будут давать свои обеты. Will you do that? They're making these vows to be lifetime chanters of the Hare Krishna mantra. Они дают обеты, чтобы стать пожизненными воспевателями Харе Кришна Махамантры. Trying to develop quality chanting, avoiding the 10 offenses. Они будут стараться качественно повторять Святое Имя всю жизнь, избегать 10 оскорблений. They're making lifetime vows to avoid the 4 sinful activities. Они дадут обеты всю жизнь не совершать 4 вида греховной деятельности. By avoiding the 4 sinful activities, they're smashing the building of Kali Yuga.
избегая эти 4 вида греховной деятельности, они разбивают вдребезги все это здание, на котором строится Кали-юга. As we've heard so many times, the building of Kali-yuga is held up by 4 pillars. Вы слышали часто, что Кали-юга стоит на 4 столпах. By following the 4 rules, that building of Kali-yuga collapses. И следуя этим 4 регулирующим правилам, это здание Кали-юги, оно разрушается, падает. To achieve these goals of always chanting and dancing in the society of devotees and following the 4 rules and chanting our japa every day, we need the help of the devotees. Чтобы достичь этой цели, чтобы всю жизнь в обществе преданных заниматься преданным служением, воспевать Святое Имя, нам нужна помощь и благословение преданных. So that's why I'm asking for your blessings upon these devotees. Поэтому я и прошу вас благословить этих преданных. I don't see them all the time, Я их не вижу все время, but you do. но вы их будете видеть. And so, those of you who know these devotees, please watch over them. Please do all you can to make sure that they utilize their greatest opportunity in this lifetime to go back to Godhead. Поэтому те из вас, кто знает этих преданных, кто их будет видеть, пожалуйста, моя просьба, поддерживайте их, смотрите за ними, чтобы у них все получалось по этому пути назад к Богу. So we need to move this table away. Поэтому нам надо сейчас убрать этот стол. And we can move this drum. And we'll call out the first devotee. And you can translate. The devotee can pay obeisances, the men pay dandavats and say pranam mantra out loud. Мы сейчас будем звать преданных, они будут выходить вперед, мужчины могут предлагать свои дандаваты, произносить пранама-мантру. And then they'll make their vows. Потом они будут говорить свои обеты. In the presence of all these Vaishnavas. И в присутствии всех этих вайшнавов. First, we call up Alexander Первый, from Donetsk. кого мы позовем, это Александр из Донецка. I didn't ask anything yet. Я еще ничего не попросил, He's eager. но он уже ждет и дождется. All right. What are the 4 rules? Какие 4 правила? Я обещаю не употреблять в пищу мясо, рыба, яйца, не употреблять ратификации, не играть в азартные игры и не вступать в недозволенные сексуальные отношения. Okay, so he mentions all the 4. And what to do every day? И что делать каждый день? Обещаю повторять на четко минимум 16 кругов махамантры каждый день. All right. Your new name? Твое новое имя? Would you rather keep Alexander? Или ты бы хотел Александра оставить? Your new name is Arishtapatana Das. I will explain what Arishtapatana means. Объясню, что значит Ариштапатана. Do you know who Aristasura is? Знаешь, кто Ариштасура? He's the bull demon in Krishna Lila. Ариштасура, он демон-бык в Кришналиле. So Arishtapatana means the falling down on the ground of Arishta.
И Ариштхапатна значит то, как этот бык, он упал на землю. How did Arishta fall down on the И ground? как он упал на землю. Krishna threw him on the ground. Кришна его бросанул на землю. But not only did Krishna throw Arishta on the ground, but Krishna jumped on him and stomped him to death. Не то, что он, не только он его бросил на землю, он еще прыгнул на него сверху и прибил на смерть. You know, like in India, you've been to India? Вы были? But you heard how people do laundry by making the clothes wet and then jumping on them? Yeah? Когда не слышите, как они в Индии, когда они стирают белье, они потом его так бросают и прыгают на нем там. So that is what Krishna did to Arishta. Вот так вот Кришна поступил с Ариштхой. So your name is Arishtapatana, meaning the downfall, the falling down of Arishta. И Ариштхапатна означает, как упал этот бык Аришта. Krishna did it. И Кришна сделал это. Hare Krishna. Alexei. Дальше у нас Алексей. What are the 4 rules? Какие 4 правила? 4 правила. Дорогой Гуру Махарадж, я обещаю не употреблять пищу, мясо, рыба, яйца, не принимать интоксикации, не играть в азартные игры и не вступать в незаконные половые отношения. Okay. What to do every day? Что делать каждый день? Я обещаю повторять не менее 16 кругов каждый день святого имени. Okay. И... Что нет? Повторять не менее 16 кругов святого имени. Мы же повторяем Харе Кришна Махамантру. So he said to chant 16 rounds holy name, not Mahamantra. Somebody objected. Thank you. Minimum 16 rounds. Минимально 16 кругов, если сядется. Your new name is Итак, ваше новое имя. Nalina Naba Das. Nalina Naba is a name for Krishna. It means one who has a navel as beautiful as a lotus flower. Налина Набха – это имя Кришны. Оно означает, что его пупок подобен лотосу. So, if you want to convince yourself that you're not God, Если вы хотите убедиться, что вы не Бог, look at your navel and see if it's as beautiful as a lotus flower. посмотрите на свой пупок и посмотрите, похож ли он на цветок лотоса. But Krishna is so unlimitedly beautiful, even his navel is indescribably beautiful. Но понимаете, Кришна настолько прекрасен, что даже его пупок неописуемо прекрасен. Have you ever seen that kind of beauty before? Когда-нибудь видели такую красоту вообще в жизни? That is Krishna. Это Кришна. So you are Nalina Naba И Das. вас зовут теперь Налина Набха. Ruslan. У нас старший Руслан. What are the 4 rules? И 4 правила. Дорогой Гуру Махарадж, я обещаю не употреблять рыбу, мясо, яйца, не употреблять одурманивающие вещества, не вступать в недозволенные половые отношения и не
вступать и не участвовать в азартных играх. Okay? Yes. And what to do every day? Делать каждый день. Каждый день я обещаю повторять не меньше 16 кругов Харе Кришна Махамантры. Okay? Okay for you too. Для тебя тоже. That's why I'm asking you. Поэтому я спрашиваю вас. All right. Your new name is Rantideva Das. I'll tell you what your name means. Рантидева, сейчас мы объясним, что это. Who has read about Rantideva in the 9th canto, Bhagavatam? Кто читал о Рантидеве в 9-й песне Шримад Бхагаватам? He was a great devotee, and whatever he had, he gave away. Он был великий и преданный, и все, что он не имел, он раздавал. Once he and his family were fasting for 48 days straight. Однажды вся его семья постилась 40 дней напролет. And then finally, to break the fast, they sat down to eat. И так, когда уже пришло время прерывать пост, они сели все вместе, чтобы принять пищу. Then a brahmana came suddenly out of nowhere and said, "I'm hungry, can you feed me?" И вдруг ниоткуда ни возьмись появился браман, сказал: я очень голоден, пожалуйста, накорми меня. Rantideva gave him half of his food Итак, Рантидева дал ему половину всей своей пищи. and kept half for himself. И половину оставил себе и семье. And then a few minutes later, someone else came. "I'm so hungry." Через пару минут опять кто-то пришел, сказал: я очень голоден. So Rantideva gave his half of the food. Так он опять отдал половину еды. 48 days of fasting. 40 дней поста. And then he just had water left. И у него осталась в итоге только вода. And then someone came, "I'm so thirsty, I'm so thirsty." Кто-то снова пришел и сказал: я очень хочу пить. Can you give me water? Пожалуйста, дайте воды. Rantideva gave away his water. И он даже отдал свою воду. Then it turned out who was the real identity of these three persons. И потом пришел тот, кто проявил все эти три личности, которые приходили к нему. These three persons who were begging charity and took everything from him. Итак, эти три личности, которые просили милостыню и забрали все, что у него было. Each one was a demigod. Каждый из них был полубогом. So after Rantideva gave away all his food, all his water, after a 48-day fast, И после 48 дневного поста Рантидева отдал всю свою еду, всю свою воду. those persons he gave everything to reveal themselves as demigods. И эти личности не открыли свою истинную природу как полубоги. And what was Rantideva's reaction? И какова была реакция Рантидевы? I offer my respects to the devas, but please, I want devotional service to Krishna. Я, конечно, уважаю всех полубогов, да, конечно, но я хочу преданное служение Кришне. He was so fixed on the devotional service of the Lord. Он был очень целеустремлен делать преданное служение Господу. So you are Rantideva Das. И вы Рантидева Das. You don't have to give away all your food and water so you starve. Вам не нужно, конечно, давать всю свою воду и пищу, чтобы вы голодали. Be very charitable and caring for devotees and giving Krishna to others. Но будьте очень добры к преданным и давайте Кришну другим. You live near the Domo airport, so Maharaj just stay at your house. You can give them good prasad, good water. И вы живете недалеко от аэропорта Домодедово, поэтому когда у вас будут останавливаться дома Махараджа, вы должны все давать. Хороший просад. Next, we have Anna. Дальше у нас Анна. You've been so nicely taken care of by Vedanta Shiromani Prabhu and his wife. Вас так хорошо заботился Веданта Широмани и его супруга. We thank them for their care. И
И мы благодарим их за заботу о вас. I'm sure they're very happy for you. Я уверен, что они очень счастливы за вас сегодня. What are the 4 rules? Какие 4 правила? Дорогой Гуру Махарадж, я обещаю не употреблять пищу, мясо или яйца, не употреблять интоксикацию, не участвовать в азартных играх, не вступать в незаконные половые отношения. And what to do every day? Что делать каждый день? Каждый день я обещаю читать минимум 16 кругов Махамантры на чайку. All right. You have a very special name. У вас очень особое имя. All names are special. Не думайте, все имена они особые на самом деле. Your new name is Ranganayaki Devidasi. Ranganayaki is a name for Lakshmi, the goddess of fortune, especially when she's sitting in her four-armed form. И имя Ранганайки означает, это имя Лакшми, особенно в той форме, в четырехрукой, когда она сидит. You can see this form in a temple in South India. Вы можете видеть эту форму в храмах по Южной Индии. So Ranganayaki means the heroine. Найки означает героиня. She's the heroine of Lord Narayana. Она героиня Господа Нараяна. The beloved heroine of Lord Narayana. Она его возлюбленная героиня. Because she is his consort. Потому что она его спутница. And of course, all the goddesses of fortune, all the Lakshmis are expansions of Srimati Radharani. И, конечно же, все богини Лакшми, богини процветания, они экспансии Радхарани. So Ranga refers to the Supreme Personality of Godhead. Ранга относится к верховной личности Бога. Just like in South India, there's Sri Ranga Kshetra, Как, например, в Южной Индии есть Шри-Лекшет, famous temple очень известный храм. to Sri Ranga. So Ranganayaki means Sri Ranga's heroine, his beloved heroine. Так, Ранга Найки означает возлюбленная героиня Ранги. All right, so Ranganayaki Devidasi. Вот. Ранга Найки. Natalia. What are the 4 rules? Какие 4 правила? Дорогой Гуру Махарадж, я обещаю до конца жизни соблюдать 4 религиозных принципа, никогда не употреблять пищу вегетарианские продукты, мясо, рыбу, яйца, не употреблять интоксикацию, кофе и чай, не вступать в незаконные половые отношения, практиковать посещать детей и не участвовать в денежных махинациях. Is that everything? И не заниматься не играть в азартные игры. Я просто не играю, поэтому... She forgot one? No, she just said it vaguely, but she corrected herself. About gambling, she said I never gambled, so I don't know how to say. I understand. And what to do every day? Ежедневно обещаю повторять не менее 16 Кришны команды, стараться Your new name Ваше новое имя is Chandravali Prana Devidasi. Поклоны, пожалуйста. Chandravali Prana. Prana means the life energy of Chandravali. Who is that? Прана – это жизненная энергия Чандравали. Кто такой Чандравали?
Krishna. Это Кришна. Krishna is the life energy of the gopis. Кришна является жизненной силой гопи. So it's a name for Krishna, Это имя Кришны. referring to one of his gopis. Оно относится к одной из его гопи. Of course, Chandravali is a rival of Srimati Radharani's party of gopis. Конечно, мы знаем, что Чандравали это соперница одной из групп, которая соперничает с Шримати Радхарани. Still, Chandravali is a beloved gopi of Krishna. И вместе с тем она любимая гопи Кришны. So, Chandravali Pran means you're the servant of the one who's the life and soul of Chandravali. И Чандравали Прана означает, что вы являетесь слугой того, кто является жизненной силой Чандравали. That is Krishna. И это Кришна. Hare Krishna. Valentina. So you have come to Krishna at a very young age. И вы пришли к Кришне в очень молодом возрасте. How old? Сколько вам было? 58. Okay. Never too late to begin your journey back to God. Что я хочу сказать, что никогда не поздно начать свою дорогу назад к Богу. You have been helped by Vanamali Kaviraj? Вам помогал Ванамали Кавирач, что так? Ah, very good. Очень хорошо. What are the 4 rules? Какие 4 правила? Я обещаю не есть рыбу, мясо, не играть в азартные игры, не употреблять интоксикации, не вступать в недозволенные половые отношения. You don't go to parties, do you? Вы не ходите на вечеринки, надеюсь. Okay, I believe you. Значит, я вам верю. And what to do every day? Что делать каждый день? Каждый день повторять не менее 16 махамантры. All the names are special and you have a special name. У всех особые имена, и у вас тоже особые. Your name is Meru Devi Devi Dasi. Meru Devi is the mother of the incarnation of Godhead, Lord Rishabdev. Меру Деви – это мать, она мать воплощения Господа Ришабхадева. You'll find the teachings of Lord Rishabdev in the 5th canto of Bhagavatam. Вы найдете это писание в 5-й песне Шримад Бхагаватам. Why does the Supreme Personality of Godhead take on a mother or father? Зачем Верховной Личности Бога вообще принимать кого бы то ни было себе в отцы или матери? First of all, God is unborn. В первую очередь, Бог же Он нерожденный. But because some devotees want to love Him in the parental way, He assumes a mother and father. Но потому что какие-то преданные не хотят Его любить как своего ребенка, Кришне приходится являться или появляться вот таким образом, как маленький. In that way, He gives these devotees a chance to love Him as their son. И таким образом Он дает своим преданным возможность любить Его как своего возлюбленного сына. So you are Meru Devi Devi Dasi. И вот вы Меру Деви, Деви Даси. Not just Meru, but Meru Devi Не просто Меру, а Меру Деви, Devi Dasi. Деви Даси. Hare Krishna. So I thank you all for your blessings upon these devotees. Я благодарю вас всех за благословение всем этим преданным. And I
thank you for your kind association over these past 5 days. Я также благодарю вас за это теплое общение с вами, с всеми, которое происходило в течение 5 дней. But does anyone have any last questions that are very good? И если у вас есть какие-нибудь, может быть, последние вопросы, которые очень хорошие вопросы? Have you been saving your best questions for the end? Может быть, вы сохраняли свои лучшие вопросы на последний день? Okay. Огромное спасибо, Махарадж, за замечательные лекции. Thank you for your great lectures. Скажите, пожалуйста, Шрила Прабхупада говорит, что нужно воспевать настроение по Кришне, о энергии наслаждения Кришны, Шримати Радхарани. Пожалуйста, позвольте мне служить вам. Вопрос заключается в том, как научиться культивировать себе это настроение, чтобы оно увеличивалось и интересно. So Srila Prabhupada mentioned that we should chant Hare Krishna Maha Mantra in a way like this, like this translation goes. Krishna, O Srimati Radharani, please engage my devotion service unto you. So how to cultivate this mood and to always increase it and not to lose it. The more you serve devotees, the more you attract the attention of Krishna. Чем больше вы служите преданным, тем больше вы привлекаете на себя внимание Кришны. Serving devotees means also serving the potential devotees, those who have forgotten that they're Krishna's parts. Служить преданным – это не только в таком узком контексте, это означает служить тем преданным, которые еще не проявились как преданные. That's the quickest way to attract Krishna's attention. То есть проповедовать. Это означает, что это только так можно быстро привлечь себе внимание Кришны. As Bhaktivinoda Thakur says, Krishna say Toma, Krishna dite par. Krishna, you're the property of your devotee. Как говорит Бхактивинода Thakур, Кришна, ты являешься собственностью преданного. Therefore, I'm running after the devotee shouting, Krishna, Krishna. И поэтому я бегу за преданным Кришной, кричу Кришна, Кришна. He doesn't say I'm running after Krishna, he says I'm running after the devotee shouting, Krishna, Krishna. Он не говорит ему, что он бежит за Кришной, он говорит, что он бежит за преданным Кришной, кричит Кришна, Кришна. And what does Narottam Das Thakur say? Что говорит Наротам Дас Такур? Chariya Vaishnava Seva Nishta Payecha Keva. You don't know anyone who has gone back to Godhead without the mercy of a devotee. Он Наротам Дас Такур говорит, что не знаю никого, кто повернулся назад к Богу не без помощи преданного. Okay? By serving the devotee, we get the kataruchi, the namaruchi, the taste for hearing about Krishna, the taste for chanting Hare Krishna. Служа преданному, мы получаем этот вкус к намаручи или катхаручи, то есть к слушанию игр Кришны и также к воспеванию его имени. And then it becomes possible when we're chanting Hare Krishna to chant with ever-increasing attentiveness that here is Radha, here is Krishna. И потом у нас приходит это понимание, что когда мы воспеваем что имя, что вот прямо здесь сейчас Радха, здесь сейчас Кришна. This is a good question. Хороший вопрос, говорит. You have to be sure this is a good question. Надо уверен, убедиться в том, что вопрос хороший. Everyone from St. Petersburg is watching it. Все из Санкт-Петербурга наблюдают за вами сейчас. Ну, я все равно попробую. I will still try. 2 года назад на фестивале вы очень подробно объясняли, что мы имеем свои отдельные желания от желаний Кришны. 2 years ago at the festival in Ukraine, you explained very thoroughly that we have a separate desires from desires of Krishna. И вы объясняли, что это очень серьезное препятствие духовной жизни. You describe it as a very serious obstacle in the spiritual life. И тем не менее, эти желания есть, и они иногда от них очень страшно отказаться, потому что кажется, что они являются твоей сутью.
And и ты потеряешь индивидуальность. still those desires exist, and it's very hard to get rid of them or give them up, because it seems that they become part of your being. И вот проходят годы, и как научиться отказываться от ненужных лишних желаний очень быстро. So the years go by. How to get rid of those desires quickly? It simply seems that they are part of your being. Это только кажется, что они являются частью вашего существа. That appearance is from Maya. И эта реальность кажется вам таковой, потому что это влияние майи. And we are attached to the subtle body, so we accept that false appearance. И мы привязаны к этому иллюзорному существованию, и поэтому нам это только кажется, что это мы. Maya tells you, here is your identity. И майя говорит, вот твоя личность, вот твоя суть, вот твоя индивидуальность. Oh, that's me. Вот это я. Спасибо. I've got to be me. Это должна быть такова я и есть. How to deal with that? И что делать? Don't believe what your imperfect senses tell you. Не верьте своим несовершенным чувствам. You pray to Krishna that I know this is not my real self. Молитесь Кришне, я знаю, что я не являюсь таковой. In other words, don't take yourself so seriously. Иными словами, не воспринимайте себя уж так сильно серьезно. Because it's not the real self. Потому что это не настоящее вы, не настоящее я. Simply engage it in Krishna's service. Просто займите себя в служении Кришне. Whatever you have, engage in Krishna's service. Что бы у вас ни было, попробуйте это занять в служении Кришне. And that way you'll uncover what is the real self in relation to Krishna. И так вы постепенно откроете саму себя и ваши отношения к Кришне. Don't be self-indulgent. И не будьте Okay, there's so many things. What's indulgence? Self-indulgent means self-absorbed. Ну, как бы на себе не концентрируйтесь, что слишком сильно на себе. Oh, it's me. This is how I feel. Я такая, я так себя чувствую. Вот я. That's being self-absorbed. Это значит, что вы в себя погружаетесь уже в чрезмерно. We want to know, how does Krishna feel? How does Krishna's devotee feel? А мы хотим знать, как себя чувствует Кришна и как себя чувствует преданный Кришна. How we can please them. Как мы можем их удовлетворить. Then our real emotional self develops. Тогда наши истинные эмоции, ваши истинные я, они начнут проявляться и раскрываться. That real emotional self develops with spiritual lust, spiritual greed. И это истинное я развивается, когда у нас появляется духовная жадность, духовное вожделение. I've got to serve Krishna. Я должна служить Кришне. I have to glorify Krishna. Я должна его прославлять. That's the real self developing. Так развивается истинное я. I can't get enough kirtan. Мне не хватает киртана. I cannot get enough devotional service. Не хватает преданного служения. I'm greedy, I'm lusty for it. Я жаден, я уже полон вожделения к этому всему. I've got to have it. Мне нужно это иметь прямо сейчас. That's the real self. Вот это истинное я. Okay?